Этот фильм будет немного другим. Он не о маршрутах и не о достопримечательностях. Он о месте, где история продолжается в работе, которая не меняется уже больше 100 лет. Армянское керамическое искусство имеет древние корни и сформировалось еще в XV веке в турецких городах Изник и Кютахья. В 1919 году власти британского мандата пригласили группу армянских мастеров для реставрации плитки купола скалы. Главным художником был Давид Оганесян, а Мегердич Каракашян и Нишан Бальян работали вместе с ним. Они не только выполнили эту работу, но и заложили основу того, что сегодня известно как армянская керамика Иерусалима, традиция, которая сохраняется уже многие поколения. В 1922 году Каракашян и Бальян покинули мастерскую Оганесяна и открыли собственную. Здесь постепенно сформировался самостоятельный стиль, в котором нередко появлялись мотивы, связанные с христианской традицией. Их совместная мастерская просуществовала до 1964 года. Позже Степан Каракашян и Мари Бальян продолжили работу уже в отдельных мастерских. В этом фильме история одной из них. Были годы, которые трудно назвать спокойными. Войны, нехватка материалов, разрушения. Бывали моменты, когда для обжига печи сжигали деревянные оконные рамы, а глазурь делали из измельченного стекла. Но, несмотря на все это, мастерская выстояла. Со временем это ремесло стало частью самого города. Плитки и посуда, созданные здесь, прочно вошли в жизнь Иерусалима. Зайдя внутрь, сразу понимаешь, что это не просто мастерская. Здесь собрана история длиною больше 100 лет. Она видна в деталях. В старых изразцах из Кютахьи, в ранних работах мастерской, плитках, которые делали в разные периоды уже здесь, в Иерусалиме. Отдельное место занимают панно. Они сразу выбиваются из общего ряда по масштабу, по сложности, по количеству деталей, которые невозможно увидеть с первого взгляда. Но главное здесь не только результат. Почти все, что ты видишь, начинается одинаково – с глины, воды и точного движения руки. Роспись происходит вручную. Каждая линия наносится отдельно, без возможности исправления. После этого начинается самый сложный этап – обжиг. Печь разогревается до температуры больше 1000 градусов, и здесь важно все – как нагревается материал, как он остывает, как ложится глазурь. Любая ошибка, и все может пойти не так. В Иерусалиме многое меняется. Меняются улицы, люди, ритм города. Но есть вещи, которые остаются почти такими же. Эта мастерская – одна из них. Здесь продолжают делать то, что начали больше 100 лет назад, тем же способом, в том же темпе и с тем же вниманием к деталям. Проходя по рынку в старом городе, можно увидеть очень похожую керамику из Хеврона. Но сходство может быть обманчивым. В армянской керамике даже похожие узоры никогда не повторяются полностью. Наверное, именно такие места помогают по-другому почувствовать этот город. Не через большие события, а через вещи и традиции, которые сохранились сквозь времена.